Ну, если вы считаете, что я не понимаю, если с вами это Сальмас, здравствуйте. Давайте помочь вам. Вы на прогулку? Ну, нет, на массаж. Все, давайте поможем. Не частенько, но бывало так, что я тоже тут задумался, блин, ну, да, я не спорю, я как бы особенный, у меня есть такое заболевание. Там вообще около 12, да, типов идет, вот, и у каждого типа есть свое название, да. У меня мукополисахаридоз, второй тип, синдром Хантера. Доступ, нет. Мой чикик. У меня дядя болел с таким же заболеванием, да, и поначалу, когда я ходил в школу и приходил домой, да, и дома рассказывал, что, ну, блин, меня что-то там пальцами тыкают и говорят, что я немножко не такой, как все, когда дядя меня замотивировал и сказал, ну, ты пойми, ты человек, который послан Всевышним Аллахом, и значит, что у меня, говорит, что у тебя есть определенная миссия в этой жизни, и ты просто должен дождаться этого момента, когда ты поймешь, что вот это твоя миссия, и ты должен ее прожить до конца. Вообще, если честно сказать, касаемо заболевания мукополисакаридоза, у здорового человека есть определенный жизненный фильтр. И вот это вот как бы мусор, у него все это выходит с организма. Наша ситуация получается так, как у нас немножко сбой идет, и происходит накопление вот этих вот гаг. Ну и вот называют гаги, да, как бы частички вот этих вот. И поэтому происходит сбой. О, Шипит. нет, кайф. Шутка. В первую очередь, конечно, мы еженедельно получаем ферментозаместительную терапию. Ну, каждый из нас приходит в свою поликлинику, кто-то в домашних условиях, и получаем свое лечение на протяжении 3-4 или более часов. Мы лежим под капельницей. Ну, вообще, получается, у нас у всех большая часть обеспечена инфузионными насосами, то есть специальное оборудование, и через него получают инфузию. Ну и, конечно же, так как у вас мукополисахаридоз, это, к сожалению, одно из таких вот редких заболеваний, но я хочу сказать, что в первую очередь диагноз не приговор. Вот. Я сам являюсь пациентом с мукополисахаридозом. Самое важное, наше лечение, ферментозаместительную терапию, это получать еженедельно, желательно специализированным оборудованием. Это инфузионный насос. Вы пока открывайте, а мы посмотрим, как наш джигит рисует, да? Нравится? Унаймасаем. Да, у нас чем характерен именно мукополисахаридоз, у нас получается, мы все схожи между собой, хоть это будет девочка, хоть это будет мальчик, получается, у нас все симптомы, как бы, черты одинаковые.
Касаемо ограничивает или нет, ну, я не хочу сказать, что прям она меня полностью ограничивает. Нет. Иногда, конечно, да, она ощущается, что там не могу прыгнуть, как Майкл Джордан, там, или там с верхней полки максимально что-то достать, или там таскать мешки, там, помогает там. Такого, конечно, я не могу делать, но, в принципе, все остальное спокойно, смело делаю. А так, в целом, как бы, я не считаю себя тем человеком, у которого есть какие-то ограничения, потому что, не знаю, я себя считаю, позиционируем здоровым, полноценным мужчиной, который в свете, рассвете сил, как говорится, вот, живет своей жизнью и наслаждается прекрасным днем, который каждый день мы получаем. Девочки, мальчики! Девочки, мальчики! Давайте не будем скучать, приглашаем в игровую для беседы, игры и рисования. И, конечно же, в первую очередь, немножко вам расскажем интересную новость. Выходим, да? Все будете? Кто свободный, приходите. Так. А что тут? Лола, можешь на свой фото со стороны так? Хорошо, сейчас. Так, давайте меня с вами, ребята, я хочу познакомиться. Кто меня не знает, я смотрю, у нас все ребятки пришли. Так, давайте, ребята, девочки, мальчики, а также наши прекрасные родители, будем знакомиться. Хазар біз ойнаймыз, я? Ну, для начала мы познакомимся. Менің атым Самат. Какое у тебя любимое хобби? Любишь рисовать? Или играть, или петь? Давай мы вот такую тебе веселую, позитивную картиночку дадим, и ты сейчас порисуешь. Ага. Это тебе. Это я уже рисовал. Рисовал? Все, хорошо. Тогда давай мы тебе сейчас другую дадим. Хочешь тоже машинку дам? У нас вот такая вот машинка есть. Держи. Угу. Я хотел сказать, что я, наверное, занимаюсь уже более 9 лет, именно работая больничным клоуном. И я думаю, что это у нас займет не такое большое количество времени. Но когда я впервые, наверное, приехал вот сюда, на первую пациентскую встречу, именно с МПС, да, и с редким заболеванием, моя жизнь кардинально поменялась. Я понял, что, блин, реально, эти дети нуждаются в поддержках. И так вот сложилась ситуация, что я здесь, я с ними. Так, кто нарисовал, в принципе, можете пройти в палату. Давайте ей похлопаем. Ребята, давайте похлопаем. Наши первые. Угу. Так. Смотрите, ребята, как красиво разукрасил. Так, как у тебя тут, Его? А? Самое тяжелое, это когда ты идешь в реанимацию, и, ну, естественно, как больничный клоун Кроха, и там начинаешь поддерживать ребенка. Сальмаса, заведующий все? Сальмаса. Привет, привет, приветик. Конечно, снимая костюм, я выхожу из образа. Почему? Потому что бывает такое, что до обеда я клоун, после обеда я директор фонда, вечером я семьянин, папа, любящий муж. Любимка, да? Наша красавица. Поцелуй, папа. Поцелуй, папа. Алло. Не. Алло, да, здравствуйте. Это, здравствуйте. Это сама звонит, директор фонда Жанна Умар. Вы мне писали. Да. Да, я вот хотел с вами уточнить. Вы в Салматы, да? Работаю больничным клоуном. Я поддерживаю не только
детей. Но также мы очень прикладываем максимальные усилия с нашей командой и работая с родителями. Потому что психологическое внутреннее состояние спокойствия души родителя, она немалую важную роль играет в жизни ребенка. Получается, вам недавно, да, диагноз поставили, да? В феврале месяце поставили, да? Ассаламу алейкум. Қалай? Қалай? Спокойно. Повторно можно, да, здесь давать, да, в пятую? Зачем, почему повторно? Потому что первые там написано еще не верю. 50 на 50 написано. Ну, вы, конечно, да, это, конечно, тяжело вот это принять. Но я хочу сказать, что вот мы, когда, мы МПСники, мы чувствуем и сразу видим. И, конечно, да, это может тяжело, больно принять, но даже по внешним показателям, основные симптомы у вас есть, да, РПС. Но я хочу сказать, вы в любом случае не расстраивайтесь. Почему? Потому что диагноз не приговор, это раз. Также можно полноценно жить, работать, действовать. Я уже говорю, я всю информацию беру в интернете. Там такие сроки 10 лет, 15 лет, и у меня вот это все сердце сжимается. Самое главное, видите, еще хорошо, что ваш ребенок, он с таким заболеванием, да, я понимаю, это тяжело принять, но он же не постельный. Да. Здесь, видите, здесь уже вам немножко легче. И здесь вы должны понять, что ничем не хуже. Да, там есть у нас какие-то изменения, там, контрактуры и прочее, там, да, но это же, а все остальное же нормально, полноценно. Для чего вообще нужно поддерживать пациента? Потому что они просто морально поддержать, что они, во-первых, не одни, что есть такие люди, что мы так-то живем, все нормально. Мы не являемся изгоном общества, что мы такие же полноценные люди. Да, есть какие-то изменения, но тем самым мы даже ничем не хуже, а наоборот, даже как-то какую-то пользу приносим. И наоборот, что есть очень много таких вот пациентов, которые талантливые, причем каждый из них действительно имеет какой-то потенциал, талант, и что их ребенок, благодаря их поддержке, может тоже быть одним из таких талантливых. Muzurdu şaşpаңдар, ya? Қайрош, muzurdu шашпай, ма? Саған жүгіруге қатты құлауға болмайды. Білесің бе не үшін? Білесің? Білесің бе не үшін? Сенде... Тыр табиғаттым. Тыр табиғат. Сенде саған құлауға болмайды, жүгіруге болмайды. Сосын бір жеріңді қанатып, ұрып алуға болмайды. Себеп сенде сондай бір диагноз бар, я? Ауырады сен, я? Қолың, аяғың, денең ауырып қалады. Сен соны білесің ғой. Дәрігер саған айтты ғой, я? Я. Бұзық болуға болмайды, деп, я? Я, да. Бір жеріңді кесіп алуға болмайды. Қатты пышақтарды ұстауға болмайды, я? Қатты пышақтай, самсаққа тығуға болмайды. Не болады ол кезде? Больницаға шығып қаласың. Больницаға түсіп қаласың. Не үшін түсіп қаласың? Қанайды, я? Көп секунд отырамын сойки. Көп секунд отырып тұр. Бейбе секунд, да? Иә. Сабақ берді. Кеттік бая берейік. Қайқа барасың? Ол жаққа үйге. Үйге деп тұр ғой. Әже жаққа. Әже не істеп жатыр? Кән бұны көтерші. Ау! Тоқта, отыр, кел. Қайырхан, отыр кел, мен қасыма кеш. Бер кел. Сегодня хотим провести мероприятие, посвященное 17 апреля. Как мы все знаем, 17 апреля в мире проводится День гемофилии.
Гемофилия – это наследственный дефицит 8-го фактора. Болеют только мальчики, но бывает, недавно мы совсем узнали, что девочки, оказывается, тоже страдают. Есть случаи, уже зарегистрированные, действительно установленные диагнозы мамочками. Но не отчаиваемся. Я думаю, что медицина шагает огромными шагами, и когда-нибудь все-таки мы излечимся от этого диагноза. Бала бір жас екі ай болды. Жаңағыдай раскраска енді ойнатамыз ғой, үйде ойнап тұрғанда аузына ручка келіп кетті. Сол кезде мына жерінде артериясы жарылып кеткен тамыры. Содан қан кетті бастады. Сосын біз врачтарға бардық, операция жасаймыз деді. Сосын енді амал жоқ, келістім, кішкентай бала болғаннан кейін енді қан тоқтау керек шығар деп. Операциядан кейін таңертең қарасам, балам жылайды, жылаған кезде тамағынан әлі де қан көрініп тұр да. Сосын мен врачты шақырдым, жаңа операция жасаған лор врачты шақырдым. Ол кісі айтты, мен операция жасаған кезде бәрі тоқтап, бәрі жақсы болған. Значит, балада бірдеңе дұрыс емес деді. Ол кісі гематолог врачқа звондады. Срочно анализ тапсырсын, на факторға тапсырсын деді. Сөйтіп сол жерден алып, скорыймен барып, анализ тапсырып, анализден кейін белгілі болды. Еще біздікі сразу ингибиторный форма болып, тяжелый форма болып шықты да. Өйткені өтіп кеткен болып тұр да. Енді артынан жүрмесең, мына бәкіне деген керемет. Қошқардың қайсы? Қайсы өлемді ма? Неге мен балам өйтіп ауырып қалды? Не үшін менің балам деп сөйтіп мен басында қатты қиналдым. Еще бұл операция болғаннан кейін оның бәрі маған нагрузка болма. Білмеймін, былай жай ғана бір жері қанап, анализ тапсырғаннан кейін барып уколдар алып білсек, олай бұл қатты қиналмас бедім. Бала операцияға түсті, наркоз қабылдады, 1 жас 2 ай ғой енді ол кезде. Сол кезде бала қиналды, одан мен қиналдым. Соның бәрі маған нагрузка болды да, мен қабылдай алмадым. Не үшін мен балам ауырды деп ше? Енді ол біздің әке жағымыздан геннен келіп тұр ғой. Не деп түсіндіріп айтам, жолдасыма не деп түсіндіріп айтам. Жаңағы жолдасым өзі ғана емес қой, қанша мен семья адамдары бар. Оларға не деп айтам. Бұл ауру мен жақтан келіп тұр жаңағы. Менің әкем сондай ауырған деп қайт түсіндіріп айтам деп басында сол жағы да қиын болып. Мен не істеймін дедім, мен оны жасап алған жоқпын, Құдайдың өзі солай алып келіп тұр. Мен даже білген де жоқпын, сол ген арқылы келетін, ол менде болатын, мен даже түсіме де кірген жоқ. Себебі мен алдыңғы балаларым бәрі сау ғой. Ондай диагнозбен ешқандай алдыңғы балаларым ауырмағандықтан мен ойламаппын да даже. Сол миыма келмепті де, ондай болады деген. Басында енді кішкене қиналдық. Өзім қиналдым, жаман, өзіме қатты ауыр болды да баланың. Енді операция болғаны бар, каждый раз укол алған кезде де өзім жүремін ғой қасында. Соның бәрін алып өзім қатты қиналдым. Әпкелерім бар ғой, жаңа фактор бойынша ауыратын балалары бар әпкелерім. Солар поддержка берді. Не болды сонша депші, олай болмайды, жинал балаға сен керексің, анасы керек. Хочу, чтобы больше людей знали об этом заболевании, потому что даже не все врачи об этом заболевании знают. Наследственный ангионевротический отек. В 2023 году, когда я была беременна, у меня произошел отек 2 рук одновременно. Они увеличились до такого размера,
что даже словами не описать. Мне невозможно было даже элементарно руку согнуть. Накануне до этого я съела клубничное варенье, и все врачи начали думать, что у меня аллергия. Потому что я беременна. Затем все шло своим чередом. Я родила ребенка. Дальше никаких симптомов, никаких последствий не было. В августе 2024 года снова начался отек. Отек все идет дальше и дальше. Я вызываю скорую, и было принято решение меня оставлять в больнице. Моя аллерголог, которая была всегда со мной 24/7 на связи, она мне предлагает сдать анализ. Она мне дала направление. Я поехала на следующий день, сразу же сдала анализы. И, наверное, дней через 10 мне пришло подтверждение о том, что у меня диагноз наследственный ангионевротический отек. Как дела? Потихоньку все. Как у вас? Малышек растет? Да. Малышек наш растет? Ты растешь? Скажи, большой-большой. Уже большой стал? Уже большой становишься? Ясно. Все, давай. Перепилять. Был, наверное, шок, был страх. Ты думаешь, да блин, лучше бы это была, наверное, аллергия. Было страшно, потому что ты не знаешь, как дальше жить. То есть любой стресс, любая громкая музыка, любой удар, оно может повлечь за собой отек конечностей. Также может быть отек брюшной полости, когда отекает все внутри. Лечение есть. Есть препараты, они очень дорогостоящие. Я писала письмо в Ятаныш. Мне сказали, что мое заболевание не входит в перечень болезней, которые могут они обеспечить лекарствами. Мне прям там расписали, что в год мне нужно 55 миллионов на лекарства. К сожалению, такую сумму я себе позволить не могу. Как справляетесь? Если это рука или нога, я просто жду, когда он пройдет. Ну, мне сказали просто быть аккуратнее, жить, не думая, что у тебя это заболевание. То есть жить обычной жизнью, как будто бы у тебя его и нет. Это очень, сбивает дух, как говорится. Очень тяжело морально и физически с данным заболеванием жить. Конечно, постепенно ты привыкаешь к этому, но все равно у тебя все время в мыслях то, что ты больна неизлечимым заболеванием. Меня зовут Данияр, я музыкант, артист, играю на ударных инструментах. И у меня заболевание, в котором мои мышцы испытывают быстрое переутомление и слабость. Да. У меня брат на самом деле барабанщик. Я же был пианистом. Потом увлекся барабанами, потому что брат играл. Я смотрел, как он играет, мне понравилось. Сидишь, играешь, отрываешься чуть-чуть. Потом уже больше тонкостей. Вообще музыка, она универсальная, и
чем больше ты знаешь разных исполнителей, разной музыки, разных жанров и стилей, тем больше ты как музыкант наполняешься и становишься более профессиональным, наверное. Физическая особенность, миостения. Миостения это... Что это? Это аутоиммунное заболевание. Это когда, по сути, иммунитет неправильно работает, и в мышцы клетки поступают, но они поступают то импульс нормальный, то он ослабленный, то он между ослабленным и нормальным. И, соответственно, сильная переутомляемость мышц. То есть даже сейчас у меня определенного рода дистрофия, наверное, можно сказать, потому что не все мышцы в тонусе, в котором они должны быть. И, по сути, это клетки неправильно, импульс не идет правильно. То есть у меня генерализированная форма на все тело. То есть дыхательные пути, глаза, мышцы лица. У меня может быть выражение лица чуть такое. Но сейчас течение, я говорю, очень улучшилось. То есть я в ремиссию пошел. Началось все, наверное, с того, что я учился в Европе. У меня было очень много работы, я очень мало спал, очень мало ел. В тот момент своей жизни я готовился к конкурсам, и нужно было очень много времени уделить занятиям на инструменте. Поэтому, мне кажется, в тот момент мой организм испытал стресс за счет нагрузок, и начались сбои определенного рода. И я на протяжении 2-3 недель я, стал почти недееспособным. При болезни генерализированной формы у тебя ноги, они не могут преодолеть никакое препятствие, в плане подъем любой. То есть вот этот рефлекс, когда ты наступаешь на ступеньку и поднимаешься, либо спускаешься, то есть у тебя нога сразу, отказывает. То есть были тупые моменты, когда я вот так шел по улице и вот так стоял. Просто я не могу наступить, потому что здесь вот такая штука, то есть я просто стою и вот так вот потихоньку, аккуратно, вот так вот. Или за что-нибудь держусь, знаешь, вот так вот, Сейчас это я могу ходить. Вчера, оказывается, 10 000 шагов прошел. Для тебя это достижение? По идее, да. То есть я вообще был в шоке. Я думал, я меньше прошел. Просто висим, Подтягиваться, пока сил нет. Да, был момент, я сюда приходил просто посмотреть на людей, которые спортом занимаются, бегают. Потому что сам не мог и еле доходил до сюда. Но сидел на скамейке, смотрел. Тоже вдохновляло. Вспоминал, что в детстве тоже занимался и хотел еще раз как-то испытать, что ли, эти ощущения, когда ты просто занимаешься спортом и такой уставший после тренировки какой-нибудь, измотанный, идешь домой с кайфом. Там же больше движения рук, то есть амплитуду нужно соблюдать и хлесткость удара, чтобы была. И не всегда это силой добивается, грубо говоря. Естественно, бывают моменты, когда
нужно динамически, например, громче играть. Сил не хватает, но я как бы приспособился, что со временем. А так я вот, допустим, пытаюсь повисеть, подтянуться, все равно не хватает сил, короче, в руках именно не хватает. Стараюсь тоже вот нагрузку давать по чуть-чуть, чтобы мышцы укреплять. One, two, three. Там Б-часть какая? Там получается. Это был 19-й год. Я попал в реанимацию с острым кризом. Называется это криз миостенический. Когда переизбыток таблеток в организме и начинает желчь выходить, а у меня, я такой, и у меня все забивается. Я начал дома, по сути, умирать, задыхаться. Вызвали скорую, еле-еле довезли меня, положили в реанимацию под искусственное дыхание. Моего брата там на 5 минут впустили в реанимацию. И он зашел меня проведать, говорит, держись, все нормально, здесь все за тебя переживают, не сдавайся. И положил мне небольшую коробочку такую. Говорит, это потом посмотришь. Я взял этот сверток, а там iPod такой маленький, iPod с наушниками. Я так технично поставил iPod, включил музыку, и там плейлист из всех моих любимых музыкантов. Это мои друзья, оказывается, закачали туда. И я начал там просто плакать в реанимации. В тот момент меня прям пробило, потому что приезжают тела, люди умирают, их увозят, там кто-то при смерти их откачивают. А когда музыка зазвучала, я вообще не смог удержаться, я там просто плакал какое-то время. Меня зовут Дардак. У меня болезнь Крона. Это аутоиммунное заболевание, когда твой же организм отвергает твои же органы. В моем случае это кишечник. Если вкратце, то это когда твои кишки воспалены, и ты очень часто ходишь в туалет. Вот смотрю на пацанов, бегают, играют так резво, что-то мяч пинают. И внутри сидишь, думаешь, блин, как они умудряются это. Сейчас я вот так вот пробегу, 2 шага сделаю, извиняюсь за выражение, обосрусь же. Чего такого? По идее, классно. Тоже хочется же есть. Напряжно, да. Напряжно. Напряжно больше всего жить, так сказать, вне дома, когда ты понимаешь, когда ты всегда думаешь, даже когда тебе хорошо, всегда думаешь, где бы найти уборную, чтобы там на улице с тобой такая неприятная ситуация не случилась. Ее сын в этом году поступает тоже в Медиполь. Да, это мигрирует, 100% это мигрирует. Но они потому что уже определились, где будут жить в общежитии, вот это вот все, да. Из этого. Ага, хорошо, ага, давайте. Сейчас у меня такое состояние, так сказать, предобострение. Я опасаюсь дольше, чем там на 2 часа и более выходить из дома, дальше, чем 2, потому что в любой момент может позыв случиться. Из этого я пока, если только выхожу, то это вот максимум двор и там, не знаю, чуть подальше от двора какие-нибудь кофейни, которые вот здесь недалеко находятся и так далее. Пока так. Не знаю, человек, который сказал,
Мапу? Да. Что, давай гимн споем. Спасибо. Что, давай гимн споем. Вообще, с самого начала отношений, наверное, это болезнь. То есть не было такого, чтобы у нас был такой период здоровый именно. С самого начала почти эта болезнь у нас как-то... Мы начали встречаться, и где-то через, не знаю, несколько месяцев, по-моему, у тебя началось. И, можно сказать, мы первое время проводили вместе в больнице. В больнице лежала, в 12-й горбольнице. Сначала не понимали, что происходит, кровь шла. Честно скажу, были моменты, когда мои подруги тоже говорили: зачем тебе это, ну, как бы он же болеет, что будет в будущем, а вдруг там, ну, в общем, конечно же, всякие дети, переживания. все дела, да? Да, что с детьми, наследственность и так далее. Ну, как-то... Ну, не его нормально прям вообще. Ну, я как-то думала, что, ну, даже здоровый человек может, ну, куда сахтаться, ну, уйти внезапно. А тут болезнь, ну ладно, что теперь? Можно лечиться, все такое. Но в последующем мы, конечно, уже поняли, что эта болезнь неизлечима, с ней нужно просто научиться жить. Помнишь, ты раньше читал это «Улисе на один»? Когда он это? Эй. Давай убежим. Ой, ё-моё. Это уже почти мини-традиция. В пятницу я пораньше выхожу с работы. И они вместе приезжают ко мне, и мы вместе в этой местности гуляем. Ну, потому что здесь как-то поинтереснее, поприятнее. А там, где мы живем, там такие каменные джунгли. В общем, и заведений столько разных. Хочется посетить, посмотреть, пробовать еду, конечно же. Давай сейчас мы присядем, перекусим, и потом я тебя возьму на руки, ладно? Сука, довольная. Ну, вот так вот выгляжу. Ни раздутый, ни худой, ничего не это. Ты привык к своему новому образу? Нет, вообще не привык. До сих пор хожу, стесняюсь прям жестко. Что-то чуть-чуть раз так, вот сейчас еще гормоны снижаем, чуть-чуть раз так отечность придет, я сразу к Гульнаске прибегаю, такой: Гульнас, я говорю, у меня лицо чуть похудело, да? Он говорит: да нет, вроде. Я говорю: нет, посты вот здесь вот уже меньше отечность, или вот здесь горб, да, меньше. Он говорит: да, ну да, так чуть-чуть есть что-то. Ну, как бы вот так выгляжу. То есть шея вот здесь вот не торчит, второго подбородка нет, как бы вроде скулы есть там. Живот особо не торчит, не свисает. Это же все от гормонов. Все, и вот так вот потихоньку меняешься. И вот до такого состояния меняешься. Ну, жесткая же разница вот. Да, стеснение, потому что это болезнь в основном заднего прохода. Самый такой вот стеснительный момент, когда ты на улице, на людях, на публике, когда ты, извиняюсь за выражение, обосрешься. Да, это болезнь стеснения. Вообще, если честно, фигня это все, там, типа, про борьбу, про вот это, там, туда-сюда. На самом деле просто есть, живешь с этим, и все. Ну, что поделаешь, не покончишь же с собой. Я связываю эту болезнь со стрессом, с сильным стрессом. Всегда с собой борюсь, внутри вот этот вот стресс, мысли, и то, что еще и дополнительно за собой не слежу. И это, и, можно сказать, активировало мою болезнь внутри себя. Вроде нормально все, вот честно, нормально все. Грубо говоря, заработок есть, все нормально, семья есть, дочь прекрасная, прям, как я и хотел, назвал, как хотел тоже. Все вот прям вот нормально, но все равно вот, не знаю,
Все думаешь и думаешь, вот это не сделал, то не успел. Сейчас как люди уже там на год вперед, на 2 какие-то планы строят, четко по этому плану идут, выполняют его. А ты раз построил там на год-2 планы, какие-то проекты запланировал, через полгода раз обострение, у тебя все рухнуло. И ты не знаешь, сколько это обострение может длиться. Сейчас еще время такое, когда ты не имеешь права из колеи выйти. Как бы банально ни звучало, надо просто успокоиться вообще по жизни и удовольствие получать. Довольствоваться, наслаждаться и просто кайфовать. Это же тоже все позитивные нотки, они же тоже на здоровье влияют, когда ты просто вот наслаждаешься жизнью. Я тоже какую-то глобальную цель искал, что вот у меня есть предназначение, я должен следовать этому предназначению, будь то музыка. Просто мне кажется, мы живем в такую эру, когда все там достигаторы, то есть они должны достичь чего-то, сделать вот проект, сделать то, все, но жизнь же состоит из того, чтобы ее прожить просто, ну, и прожить ее счастливым, да. Естественно, я тоже сильно загонялся, я искал ответы и в моменте говорил, может, во мне дело, может, я плохой человек, может, поэтому я болею, может, поэтому со мной столько всего плохого произошло. И мне брат тоже в моменте сказал, что зачем ты паришься, что ты переживаешь, не надо себя винить. В жизни же иногда что-то происходит, просто потому что оно происходит. Не надо искать во всем смысл. Қабылдау керек екен, қабылдай білу керек екен. Оны қазір уже оның бәрінен өтіп кеткен екен, маған айту оңай болып тұр да. Ал енді басында ол қиналдық, өзімді өзім кінәладым. Жолдасыма да айттым, егер сен мені кінәлайтын болсаң, егер маған барлық кінәні жабатын болсаң, ажыраса салайық деп те айттым. Шыны керек, солай айттым. Жолдасым жоқ, мен ешқандай да сені кінәламаймын, ондай нәрсені мүлдем ойыңа алма. Бала екеумізге бірдей ортақ, баланы екеуміздің баламыз ешқайда ажырамаймыз, екеуміз бірге өсіреміз деп. Керісінше тағы да балалы болайық, тағы да баламыз көп болсын деп өзі қайта-қайта айтып отырады. Оған мүлдем қарсы емеспіз. Маған мотивация береді, наоборот. Қорықпа, бірге өсіреміз, жақсы болып кетеді, бәрі күшті болып кетеді. Баламыз барлығы жақсы болып өседі. Уайымдама, ренжіме, өзіңді кінәлама деп те айтады. Жүрексте. Жігіт сияқты тұршқа. В первую очередь я своим вот родным, близким благодарен то, что они терпят меня, терпят мою болезнь, мои срывы, нервы частые, реально частые. То, что заботятся, переживают, ухаживают нереально. Это же нелегко. Неприятные грязные процедуры делать такому человеку. Помимо этого еще и семьей заниматься, за домом ухаживать, работу свою работать. И когда начинаешь понимать какой-то напряг, как это тяжело, да, вот твоим близким, твоей семье, и из этого побыстрее хочешь, чтобы от всего это избавиться, чтобы ты просто ходил нормальный, спокойный, никого не напрягая, не задевая. Да ладно, Гульнас, что ты? Чё, Гульнас? Ты чё? У тебя не газы? Растрогалась, и чё? Ой, блин. Ладно. Да, любая тяжелая болезнь и такое редкое заболевание – это болезнь терпения.
Тяжело просто терпеть. Причем долго терпеть тяжело. Мы здесь были. Если ты котенок, ты мама кто? Котенок. Нет, ты котенок, а мама кто? Котик. Это что? А если ты теленок, мама кто? Корова. Может ли ваша жизнь продолжиться без лечения? Нет. Приступы нужно купировать без лечения, то есть здесь никак не обойтись. Тут даже нужна не сколько неотложная терапия, сколько базовая терапия. Уже с каждым разом становится все больше и больше пациентов, переносящих эту болезнь. Я думаю, что государство поможет нам, и медикаменты станут для нас доступны. Я мечтаю начать путешествовать с семьей, с сыночком, с мужем, полететь за границу и увидеть мир. Диагноз – это не приговор. Своим наглядным примером я хочу сказать, что все может быть и по-другому. И надо всегда смотреть с позитивной точки зрения. И я хочу доказать и показать, что в нас есть изюминка. Мы можем быть полезны в этой жизни и творить добро. Хотелось поделиться своей историей, мне кажется. Она может, возможно, кому-то помочь. Кто в тяжелой ситуации, кто думает, что выхода нету. Найти, для чего жить, мне кажется, это основополагающая вещь. Счастье в том, чтобы жить свою жизнь просто. Просто сам процесс.